Елена была женщиной, воплощением материнской любви и преданности. Ее мир вращался вокруг Максима, ее единственного сына, и каждое ее действие было продиктовано желанием обеспечить ему счастливое и успешное будущее. Они жили в тихом провинциальном городке, где жизнь протекала размеренно, словно река, неспешно несущая свои воды к неизведанному морю. Несмотря на скромный достаток, а он был весьма скромным, Елена никогда не позволяла себе унывать. Жизнь преподносила ей жестокие удары. Смерть мужа, когда Максиму было всего 7 лет, оставила Елену одну, но она, сжав волю в кулак, приняла на себя всю тяжесть материнской ответственности. Она несла этот груз с достоинством, не жалея себя, постоянно повторяя Максиму, что хочет для него лучшей доли, чем выпало ей самой. Максим рос не только умным, но и удивительно послушным ребенком. Он был примером для других учеников, всегда достигая наивысших баллов в учебе. Его жажда знаний и стремление к совершенству были поистине впечатляющими. И это не ограничивалось только учебой. Максим обрел еще одну страсть — баскетбол. Его талант и упорство привели его к капитанству школьной команды, завоевав уважение и восхищение одноклассников. Его уверенность на площадке была поистине вдохновляющей. После школы он без труда поступил в университет на бюджетное отделение, постоянно радуя Елену своими успехами. Каждая сданная сессия, каждый экзамен были для нее маленькими праздниками, подтверждающими ее веру в сына. Во время учебы в университете судьба свела Максима с Верой. Она была полная противоположность спокойному и рассудительному Максиму. Вера отличалась бурным темпераментом, неуемной энергией и амбициями, которые, казалось, не знали границ. Она предложила Максиму совместный бизнес-проект, и их союз оказался невероятно плодотворным. Они работали в команде, дополняя друг друга, и их совместные усилия принесли значительные успехи. Однако успех имел и свою цену. Занятость Максима резко возросла, и визиты к матери стали реже, вызывая в ее сердце глубокую тоску и необъяснимое беспокойство. Елена не испытывала симпатии к Вере. Ее интуиция подсказывала ей, что Вера — человек сложный, хитрый, даже в какой-то степени скользкий. Елена опасалась, что Вера может повлиять на Максима, отвлечь его от его истинных целей, заменить тепло семейного очага холодным блеском коммерческого успеха. Несмотря на неодобрение матери, Максим сделал Вере предложение руки и сердца. Их свадьба стала для Елены горько, сладким событием. Радость за сына смешивалась с тревогой и предчувствием чего-то нехорошего. Елена пыталась принять Веру, найти общий язык, но в глубине души не могла избавиться от ощущения неизбежной беды. И это предчувствие, к сожалению, сбылось. Через 5 месяцев после свадьбы Елену постигло страшное горе. Она получила известие, которое разрушило ее мир. Максим умер во сне. Эта новость стала ужасающим ударом, неожиданным и невообразимо болезненным. Сердце Елены, которое так сильно любило своего сына, словно разорвалось на части. Она осталась одна, лишенная всего, что делало ее жизнь смысленной. Смерть Максима поставила точку в ее истории, оставив после себя только пустоту и неутешную боль утраты. Ее жизнь превратилась в бесконечный день без солнца, день без радости и надежды. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.